Театр не может существовать без артистов, а артисты без школы, которая обучает их исполнительскому мастерству. Сегодня поговорим про две главные школы русского балета: Московскую государственную академию хореографии и Академию русского балета имени Вагановой, про их историю и особенности. Привет! Когда я монтировала это видео, я поняла, что, наверное, нужно обговорить один важный момент. Здесь я рассказываю о московской и петербургской балетных школах, об их истории и особенностях, но не останавливаюсь на каких-то важных личностях, которые повлияли на развитие этих школ. В частности, в этом видео не будет рассказа об Агриппине Яковлевне Вагановой и ее методе. Наверное, если я когда-нибудь замахнусь на такую величину, сниму об этом отдельное видео, потому что там много что можно рассказать. Это же видео будет немножечко о другом, но думаю, от этого оно не станет менее интересным. Все началось в XVIII веке, когда европейский танцовщик Жан-Батист Ланде прибыл в Россию, чтобы обучать дворянскую молодежь, то есть детей аристократов, основам хореографического искусства. Конечно, перед Ланде не стояла задача превратить своих учеников благородного происхождения в профессиональных артистов. Танец в те времена считался частью хорошего воспитания, и целью молодых людей было умение в выгодном свете показать себя на балу. Через какое-то время, вдохновившись успехами молодых дворян, Ланде задумал создать профессиональную балетную школу. Учиться там, по его задумке, стали бы уже не выходцы из знатных семей, которые такие карьерные возможности даже не могли всерьез рассматривать, а дети из низших слоев общества. Российскую императрицу Анну Иоанновну заинтересовала идея Ланде, и она дала разрешение на создание такого учебного заведения. В 1738 году в Петербурге открылась первая в России балетная школа, позже превратившаяся в известную во всем мире Академию Вагановой. Первыми учащимися стали 12 мальчиков и 12 девочек, которых отбирали из числа дворцовых слуг, с опорой главным образом на два критерия – внешнюю красоту и стройную фигуру. Удивительно, но до нас даже дошли имена этих артистов, хотя это было так давно. Это Елизавета Зорина, Аксинья Сергеева, Афанасий Топорников, Андрей Нестеров и другие. Но вот их танец мы, к сожалению, можем только представлять. Московская балетная школа появилась на 35 лет позже Петербургской и стала старейшим театральным учебным заведением города. Эта школа зародилась в стенах воспитательного дома, места, где жили дети, оставшиеся без родителей. Сиротам и беспризорникам там давали разностороннее образование, и в числе изучаемых ими предметов в 1773 году появился танец. Этот год и считается годом основания Московской балетной школы. В самом первом наборе было 54 человека, а годом позже их стало уже 80. Детей готовили к сцене, поэтому занятия проходили 4 раза в неделю по 4 часа под руководством итальянца Филиппо Бикари. Интересно, что помимо балета дети воспитательного дома учились петь, играть на музыкальных инструментах, а также играть в драматических спектаклях. То есть можно сказать, что в 70-е годы XVIII века в Москве появилось настоящее театральное училище с программой обучения по разным артистическим специальностям. В Петербурге в 1793 году тоже утвердили единый учебный план, целью которого было дать артисту разностороннее образование, чтобы со временем определить, к какому из искусств у него наибольшая склонность. 29 января 1778 года на сцене школьного театра прошел первый в истории выпускной экзамен в формате спектакля. К сожалению, история не сохранила ни названия балета, ни имени его постановщика. В начале XIX века ученики школы уже регулярно участвуют в спектаклях театра. В 1863 году в школе утвердили новую образовательную программу. Среди специальных предметов были балетные, характерные и бальные танцы, пантомима, фехтование. Также дети изучали закон Божий, то есть основы религии, русскую словесность, французский язык, арифметику, то есть математику, географию,
историю и мифологию, естественную историю, рисование, чистописание и музыку, игру на фортепиано и скрипке. К концу века количество учащихся достигло 100 человек. В 1920 году Московское училище перешло под покровительство Большого театра. В 30-е годы XX века обязательными стали такие предметы, как дуэтные и исторические танцы, игра на фортепиано, ритмика, физкультура, драматическая выразительность, а также предмет хореодрама. Программу для последнего разработал Игорь Моисеев, создатель знаменитого ансамбля народного танца. Его хореодрама – это в каком-то смысле актерское мастерство, в изучении которого он обращается к системе Станиславского. Целью предмета было перенести систему Станиславского на балетный язык, научить танцовщиков осознанно создавать образ, вовлекаться в него. Также впервые появились отделения для подготовки педагогов и балетмейстеров, которые стали открывать свои школы и училища по всему Советскому Союзу. Кафедра народно-характерного танца, как самостоятельная единица, появилась уже после войны, в 1948 году. В военное время, с 1941 по 1945, Московская и Петербургская балетные школы были эвакуированы вглубь страны. Москвичи оказались в городе Васильсурск на Волге, а петербуржцы – в Перми. Условия жизни и работы в то время были крайне тяжелыми. Педагогам и учащимся приходилось танцевать в холодных помещениях, совершенно не приспособленных для танца. Иногда без должного музыкального сопровождения, без костюмов и новой репетиционной одежды, и с не слишком разнообразным рационом питания. Некоторые учащиеся и педагоги не уехали в эвакуацию. Даже в страшные годы блокады Ленинграда, когда город оказался отрезан от страны, в училище продолжались уроки, а в театрах шли спектакли. Об этих трагических и героических страницах истории написано много книг и статей, снято много фильмов. Например, на меня сильное впечатление произвела книга «Танец под обстрелами». Еще оставлю несколько ссылок на статьи об этом периоде, если вам интересно. Несмотря на все сложности, артисты, педагоги, ученики сохранили свое искусство и скоро вернулись на сцену. Не буду останавливаться на послевоенной и современной истории балетных школ, со временем превратившейся в училища, а затем и в академии. Об этом достаточно информации в других источниках. Но вот о чем хочется поговорить, так это о том, есть ли между этими школами существенные различия, и что такое московский и петербургский стиль. На самом деле в этом вопросе нет согласия даже среди балетных. Кто-то говорит, что деления на стили не существует, и есть только одна общая русская школа. Другие же отмечают, что петербургские и московские артисты обладают разной манерой исполнения. Думаю, вы сами решите, с кем больше согласны. А я просто расскажу, о каких различиях говорят сторонники второй версии. Некоторые считают, что на московскую школу большое влияние оказала новая волна драматического искусства начала XX века. Работа Константина Сергеевича Станиславского в Московском художественном театре, постановки Малого театра. Балетные артисты, педагоги и хореографы смотрели новые спектакли, дружили с театральными актерами и режиссерами и перенимали их находки, дух новаторства и экспериментов. Петербургская школа считалась оплотом академизма, выверенных поз, мягких позиций рук, чистейшей работы ног. Считается, что петербургские артисты лучше владеют мелкой техникой, в то время как московский стиль подразумевает широту, большую амплитуду движения и высокую степень эмоциональности исполнения. Петербуржцы говорят, что при этом зачастую теряется чистота движений. Москвичи же отвечают, что петербургский танец может быть технически идеальный, но холодный, отстраненный, создающий дистанцию между зрителем и артистом. Стереотипы очень живучи. Но мне кажется, что в наше время, когда представители разных школ и стилей перемешиваются в самых разных мировых труппах, эти отличия сведены к минимуму. Не будем забывать, что Москва воспитала прекрасных Одетт и Жизелей, например, Полину Семенову, а Петербург подарил балетному миру темпераментную Китри и Кармен Диану Вишневу.
Надеюсь, вам интересно было посмотреть это видео. Расскажите, пожалуйста, какая из школ вам ближе? И кто ваш любимый выпускник Московской и Петербургской школы? Большое спасибо за просмотр и за то, что провели со мной этот замечательный сезон. В следующий раз мы с вами увидимся в таком формате уже в августе. Я желаю вам отличного лета и до скорой встречи!